Виджай прабху ки. Харибо! Гануджа прабху. Откуда мы читаем сегодня? 5-ю песню 14 глава. Fifth canto, chapter number 14. Текст 13. Текст number 13. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Okay, you can't, it's
будет сложно. Ekada sat prasandhang nikritamatir vyudaka shota ska lanavad rubhayato pi dukha dham pak andam abhiyati. Okay, so yeah, go ahead. Read translation. Его стиха. Иногда, надеясь облегчить свои страдания в лесу материального мира, обусловленная душа просит благословения у атеистов. Общаясь с такими людьми, она полностью теряет разум. Это все равно, что прыгнуть в обмелевшую реку. И от жары не спасешься, и голову разобьешь. Время от времени обусловленная душа обращается к мнимым садху и с вами, чье учение противоречит ведам. Их проповедь не принесет ей никакого блага ни в этой жизни, ни в следующей. What's the verse again? It's canto, chapter number 14, text number 5:14, 13. 13, 5:14, 13. Комментарий Шрилы Прабхупады. На свете есть немало мошенников, которые выдумывают свои собственные методы духовного совершенствования. Преследуя мирские цели, обусловленная душа обращается к этим так называемым саньяси и йогам за благословениями, но ничего от них не получает ни в духовном, ни в материальном отношении. В нынешнюю эпоху развелось множество обманщиков, которые демонстрируют разного рода магические фокусы. Некоторые из них, чтобы привлечь последователей, даже научились создавать из ничего крупицы золота. И находятся глупцы, которые провозглашают таких шарлатанов Богом. В Кали-югу подобное надувательство можно встретить повсюду. Вишванатха Чакраварти Такур описывает качество истинного гуру следующим образом. Самсара Дава Малавида Лока, Траная Каруня Ганага Напа, Кратасия Калина Гнарна Васия, Ванде Гурок Швичара Наравинда. Нужно найти гуру, способного избавить нас от борьбы за существование в материальном мире, которое сравнивается с бушующим лесным пожаром. Люди хотят быть обманутыми и потому обращаются к йогам и сламе, которые умеют показывать фокусы. Однако с помощью фокусов невозможно избавить человека от страданий материальной жизни. Раз уж мы склонны принимать за Бога всякого, кто умеет создавать золото, то почему бы не признать Богом Кришну, владыку всей вселенной, того, кто создал миллионы тонн золота? Как уже говорилось, золото сравнивают с блуждающим огоньком, а также с желтыми испражнениями. Поэтому не стоит попадаться на удочку всех этих лжегуру, которые производят кусочки золота. Нужно с искренним сердцем обратиться к преданному, такому как Джада Бхарата. Махараджа Рахугана получил от Джады Бхараты такие замечательные наставления, что сразу перестал отождествлять себя с телом. Став учеником лжегуру, человек не будет счастлив. Как выбирать гуру, объясняется в Шримад Бхагаватам. Тасмат гурум прападье та лижна сукшрея уттамам. Нужно найти истинного гуру и вопрошать его о высшей цели жизни. Об истинном гуру говорится следующее. Шадде пареча нишнатам. Такой гуру не показывает фокусов с золотом и не разглагольствует. Он прекрасно знает суть вед, ведающая сарваир ахам эвадидьях. Полностью свободен от материальной скверны и поглощен служением Кришне. Если нам посчастливится осыпать свою голову пылью с лотосных стоп такого гуру, наша жизнь увенчается успехом. В противном случае нам не достичь высшей цели ни в этой жизни, ни в следующей. Om Jnana Timanandasya Yanjana Salakaya Chakshurum Niritam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dahati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Parama Shri Guru Vaishnavasya
Shri Rupam Sagrajatam Sadhana Advaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Varita Shri Vishakamitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Bhakta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Manchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta-vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So this verse is explaining about the tendency, one of the tendencies of the conditioned soul. Как в самом начале здесь говорится об одной из тенденций, которые присущи обусловленной душе. Which is to cheat. И эта тенденция склонность к обману. Here it says that the conditioned souls receive cheap blessings from the atheists. Здесь говорится о том, что условленная душа склонна просить благословения атеистов. And such a thing is just like jumping into a shallow river and breaking one's head. И это сравнимо с прыжком в обелевшую реку, и от жары не спасешься, что называется, и голову разобьешь. It's always wise to investigate. И тем не менее душа стремится испытать на собственной шкуре, каково это. You see a river that you've never been in before, it's always good to go and check. Make sure it's not going to break your head when you jump in, when you dive in. Для того, что мы видим реку, в которой мы никогда раньше не плавали, всегда хорошо сначала убедиться, какое дно, чтобы при прыжке не разбить себе голову. It happens, it's not uncommon that people jump into a shallow river and just break their head. Потому что такое достаточно часто случается, если люди не знают, какое дно у реки, и они прыгают в эту реку, они разбивают себе голову. I know one devotee that did that. 12 years old, jumped into a shallow river, paralyzed for life, can't move for the rest of the life. Я знал одного 12-летнего преданного, который прыгнул в обелевшую реку и ударился сильно головой о дно, и теперь он парализован на всю оставшуюся жизнь. So people also, they don't investigate about spiritual paths or gurus, and therefore they ruin their life. Аналогичным образом люди не изучают, кто на самом деле является истинным гуру, какова истинная ценность духовной жизни, и каким образом они ведут на поводу лже-гуру и разрушают всю свою жизнь. So much cheating is going on in the name of spirituality. Настоящее мошенничество происходит вместо истинной духовной жизни. Prabhupada mentions here about one particular guru that produces gold, and therefore people, because he did that, they thought he was God. Шрила Прабхупада также приводит пример мошенников, которые проявляют кусочки золота из воздуха и тем самым провозглашают себя Богом. 20 million followers. 20 миллионов последователей насчитывают такие лжебоги. All fooled. И все они глупцы. It's like there's real gold and there's fool's gold. Есть настоящее золото, а есть золото глупцов. So there's real gurus and there's foolish gurus.
Есть истинные гуру, а есть гуру-глупцы. So just like a geologist, he's able to find out where the real gold is. There's gold ore, and it has to be tested to see if it's real gold. И поскольку мы знаем об этом законе двойственности, нам необходимо проводить исследования, прежде чем идти на поводу у того или иного гуру или привлекаясь тем или иным видом золота. But if one is not an expert geologist, then he can't tell what is the difference between real gold and fool's gold. Но поскольку мы не являемся экспертами в оценке, мы не можем с точностью сказать, что является настоящим золотом, а что нет. There's actually stones within mountains that look just like gold, and people are fooled. Unless it's tested, you can't tell. На самом деле существуют такие камешки, которые очень сильно похожи на золото, и любой глупец, который впервые видит их, может сразу провозгласить этот камешек золотом. Но на самом деле до тех пор, пока не произойдет тщательное изучение, невозможно утверждать, что это настоящее золото. So there's a way to test. Поэтому необходимо проводить исследования. Similarly, there's gurus that appear to be real gurus. Действительно ли тот самый гуру, который кажется истинным гуру, является истинным? But they're not real gurus. Но, может быть, он и не истинный гуру. They're cheaters. Может быть, он мошенник. So how do you test? What is the test? What makes one a real guru and one not a real guru? Каким же образом узнать, является ли тот или иной гуру истинным? The test is if the guru is giving Krishna or not. Ответить нужно на следующий вопрос. Дает ли этот гуру Кришна? If the guru isn't giving Krishna, he's cheater. Если этот гуру не дает Кришна, он мошенник. That means there's a lot of cheaters. Другими словами, мы живем в обществе мошенников. There's so many sannyasis and gurus, and they don't mention Krishna at all. Мы живем в обществе таких лже-гуру и таких лже-саньяси, которые вообще не дают Кришну. So Prabhupada, he right from the very beginning, International Society for Krishna Consciousness. Когда Шрила Прабхупада основывал ИСККОН, в самом начале он записал Международное общество для осознания Кришны. So one disciple of Prabhupada suggested, Prabhupada, maybe we should be a little more broad and call it International Society for God Consciousness. Один из преданных в этот момент выдвинул предложение, что Прабхупада, может быть, нам следует более широко записать название нашего общества, не просто написать сознание Кришны, а написать для осознания Бога. So Prabhupada said no. Шрила Прабхупада сказал нет. People do not know who God is. Потому что люди не знают, кто такой Бог. Krishna is God. А Бог — это Кришна. Sometimes it's difficult to understand. И иногда это очень сложно понять. I was in the airport distributing books one time, Однажды я был в аэропорту, распространял книги. and when I was speaking to one person, he said, "Oh yeah, you're the Hare Krishna." Я разговаривал с одним человеком, он сказал: вы те самые Харе Кришна люди, да? And I said, "Da." Я сказал: yes. And so he said, "Oh yeah, you're the people that believe that God is a little blue boy." Он сказал: вы те самые люди, которые верят, что Бог — это маленький мальчик голубого цвета. And I said, "Yeah, Я сказал: да, but he's more than that. но Бог гораздо больше, чем просто мальчик голубого цвета. See, Krishna must be God, Видите ли, Кришна в любом случае должен быть Богом. because nobody could make up all the amazing pastimes of Krishna, and just Krishna's just amazing. Потому что никто другой не способен проявлять такие удивительные, замечательные игры, подобные Кришне. Krishna lifting Govardhan Hill, Krishna killing the Trinavarta demon, Кришна поднимает холм Гавардхана, Кришна убивает демона Тринаварта. Brahma stealing all the cowherd boys and calves, and then Krishna's manifesting himself as Vishnu forms. Брахма, ему налили, Брахма крадет мальчиков, пастушков, телят, коров, и тем не менее Кришна проявляет всех
украденных личностей в формах Вишну. Who could make up such things? Кто может проявить такую игру? Krishna must be God. Кришна в любом случае должен быть Богом обязательно. And he's very kind. И еще Кришна очень добрый. So therefore, out of his kindness, he sends real gurus. И ввиду того, что Кришна очень добрый, он посылает нам истинных гуру. Shaktivesha avatars. Шактивеша аватары приходят. Srila Bhaktivinoda Thakur, Шрила Бхактивинода Тхакур один из них. who he was so much into spreading Krishna consciousness that he said he wrote so much. So he said, "When will I, with a humble heart, go out to spread the glories of Krishna?" Он жаждал, чтобы движение Санкиртана распространялось по всему миру, и он написал очень много трудов. И в одном из них он пишет: «Когда же я со смиренным сердцем выйду на улицу, чтобы распространять послание Господа?» So this is a real guru. He wants to not only experience Krishna consciousness, he wants to give it out to others. Вот это квалификация истинного гуру. Он не хочет сам испытывать определенного рода ощущения от сознания Кришны, но он хочет распространять сознание Кришны повсюду. And he wanted to help. И он хочет помочь. So he prayed for a ray of Vishnu. Он молится, Бхактивинода Тхакур молится о том, чтобы снизошел луч Вишну. And that came in the form of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. И луч Вишну снизошел в форме Шрилы Бхактисиданты Сарасвати Тхакур. And he was such a powerful acharya also. Он также был очень могущественным ачарьей. And he wanted help too. Он тоже хотел помочь. So when he saw Prabhupada, he said, "You're an intelligent young man. You should preach the glories of Sri Chaitanya Mahaprabhu to the English-speaking world." Когда он увидел Шрилу Прабхупаду в первый раз, он сразу же сказал ему: «Ты очень образованный молодой человек, ты должен проповедовать послание Шри Чайтаньи Махапрабху в странах Запада». At the first meeting of Srila Prabhupada with Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he gave him this instruction. На самой первой встрече Шрила Бхактисиданта Сарасвати Тхакур дает такое наставление. So it was a pretty amazing historical meeting. Достаточно удивительная историческая встреча. And the result? Now we have Hare Krishnas all over the world. В результате которой теперь движение сознания Кришны распространилось по всему миру. At any time of the day, at any minute of the day practically, books are being distributed, the holy name is being chanted. Практически в любой момент каждого дня, с уверенностью можно сказать, что даже каждую минуту каждого дня либо распространяются книги, либо повторяются святые имена где-то в какой-то точке мира. So the real guru is very kind, very merciful, very knowledgeable. Истинный гуру очень добрый, очень милостивый и является знатоком шастр. And doesn't have this propensity to cheat. И ни в коем случае ему не присуща склонность к обману. This cheating propensity is so prominent in the world. Эта склонность к обману, она присуща этому материальному миру. Just like I had a practical experience of this just recently. У меня совсем недавно у самого лично был практический опыт соприкосновения с подобным. Somehow the screen on my iPad here, it broke. So the devotees, I think it was in Omsk, they took it over to get it repaired. But what they did at the repair place is they switched it. They took my information out and put it into another iPad. So now I have a broken. They cheated me. They gave me a used iPad that doesn't work properly. Совсем недавно у меня сломался экран у iPad. Я был в Омске в этот момент. Я попросил одного преданного отнести в ремонтную мастерскую мой прибор. И вот что они сделали в этой ремонтной мастерской. Они просто взяли, скопировали все данные, которые были у меня на моем iPad, и поместили их на другой бэушный iPad. И просто отдали мне другой бэушный iPad. И теперь я вынужден пользоваться вот этим бэушным iPad. Such rascals. Мошенники. Wherever you turn, someone's cheating you. Куда бы ты ни пошел, везде будет кто-то, кто будет желать тебя обмануть. So we have to be careful. И нам нужно быть внимательными. Especially when it comes to spiritual life.
Особенно, когда дело касается духовной жизни. And therefore it's even said that the disciple, aspiring disciple, should test his guru, see if he's actually a bona fide guru, and the guru should test the disciple, see if he's an actually bona fide disciple. Поэтому в шастрах также говорится, что и ученик, стремящийся принять прибежище духовного учителя, должен испытать своего духовного учителя. И духовный учитель также должен испытать своего ученика, стремящегося принять у него прибежище, действительно ли он является истинным учеником. And of course, Srila Prabhupada, he was such a powerful guru that he is still making devotees all around the world. Шрила Прабхупада является настолько могущественным гуру, что и по сей день он продолжает привлекать множество преданных. Just like it said in the Sad Goswami Astakam, Nana Shastra Vachara Naikandipano Sad Dharma Sangstapaka. That the 6 Goswamis of Vrindavan, they're scrutinizingly studying all the Vedic literatures with the aim of establishing religious principles throughout the world. Как говорится в Шри Шад Госвами Аштаке, 6 Госвами скрупулезно изучили все ведические писания во имя высшего блага всех людей всего мира. So Prabhupada is doing that. Шрила Прабхупада также вел себя. So if there was a meeting of great acharyas, you know, like Vishwanath Chakravarti Thakur, Narottam Das Thakur, the 6 Goswamis, and Bhaktivinoda Thakur, and Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, and all the, you know, Sridhar Swami, all these big acharyas, if there was a meeting and they were trying to decide who should speak, personally I think that they would all ask Prabhupada to speak, because he fulfilled the desire of Chaitanya Mahaprabhu that this message be spread to every town and village throughout the world. И если бы собралось собрание великих ачарьев, на котором присутствовали бы 6 Госвами, Вишванат Чакраварти Такур, Намачарья, Шрила Харидас Такур, Шидхар Свами, Бхактивинода Такур, Бхактисиддханта Сарасвати Такур, Шрила Прабхупада, лично я убежден, что все единогласно приняли бы решение, что высказываться должен только Шрила Прабхупада, потому что именно он реализовал желание Шри Чайтаньи Махапрабху и распространил это учение в странах Запада. Srila Prabhupada ki jai. So Prabhupada did it. Прабхупада сделал это. And it was predicted. Pritiviti achayata nagaradigram sarvatra pachoyoyam morinam, that the name of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, it'll be spread to every town and village throughout the world. Приход Шрилы Прабхупады был предсказан в шастрах. Придет такая личность, которая распространит святое имя Господа Чайтаньи Махапрабху в каждом городе, в каждой деревне. So there's a nice pastime of Prabhupada. Prabhupada, you know, he had a flat in Calcutta in the 1930s, and sometimes he would invite godbrothers to come, and they would have sadhu sangha and take prasadam and, you know, nam hat there. В 30-х годах у Шрилы Прабхупады была квартира в Калькутте, и там была замечательная игра. Шрила Прабхупада приглашал своих духовных братьев, и у них там была саду санга и что-то вроде намахаты, где они общались. So at this one particular meeting, there's about 6 devotees there, and one of them had this doubt about this verse, Pritiviti Achayata Nagaradigan. How is it possible that the name of Krishna Chaitanya Mahaprabhu is going to go to every town and village on the planet? He just had this doubt. Однажды там было примерно 6 преданных, и один из этих преданных высказал сомнение, но каким же образом в действительности это предсказание будет реализовано, что это будет за личность и как вообще она сможет распространить святое имя Господа Чайтаньи Махапрабху по всему миру, в каждом городе, в каждой деревне. So he was asking all the devotees there, God brothers, and he wasn't real satisfied until he spoke to Bhai Babu, Prabhupada. Prabhupada said we have to have firm faith that this is scripture, it's going to happen. We don't know how, but it's going to happen. We should have that faith. Этот преданный получал ответы от всех присутствующих, но ответы этих преданных не удовлетворяли его до тех пор, пока он не обратился к Шриле Прабхупаде. И Абхай Бабу, Шрила Прабхупада,
ответил ему: у нас должна быть твердая вера в это предсказание, несмотря на то, что мы не знаем, не понимаем, как это произойдет, тем не менее мы должны быть убеждены, что это произойдет. So this devotee was impressed mostly by Prabhupada's faith that it's going to happen. На этого преданного произвело большое впечатление вера в это предсказание Шрилы Прабхупады. So now fast forward, 1971, this same godbrother that was asking these questions, he sees a Western devotee. И вот спустя 41 год, в 1971 году, тот же самый преданный, уже видя большое количество западных преданных, задает тот же самый вопрос. So he was surprised, Caucasian, Dodi, Kirtan. So he went up to him and said, "Excuse me, where are you from?" Он видит этих западных преданных в поте, в порте, и он очень сильно удивлен. Он подходит к нему и говорит: извините, а откуда вы? So he said, "I'm from America." Преданный сказал: я из Америки. Ну, из Америки. And how did this happen? А как вообще с вами такое приключилось? Dodi, Kirtan, Что вы теперь в хоте, в порте, Tilak. тилаку носите? He said, "Oh, that's the mercy of my guru." И он сказал: о, это милость моего гуру. And who is your guru? А, кто ваш гуру? So he had a book and he showed the picture of Prabhupada. У преданного была с собой книга Шрилы Прабхупады, и он показал изображение Шрилы Прабхупады. And he's looking at the picture. И этот преданный смотрит на изображение. Abhay Babu. О, Ахай Бабу! Abhay Babu. Ахай Бабу! You did it. Так ты сделал это! So Prabhupada did it. Да, Прабхупада сделал это. And he's still doing it. И он до сих пор это делает. And mostly by book distribution. И в большей степени ему это удается благодаря распространению книг. And this is why Prabhupada wanted these books distributed. И именно по этой причине Шрила Прабхупада так горячо хотел, чтобы его книги распространялись. This knowledge is so valuable, we can't come close to understanding how valuable it is. На самом деле мы не можем постичь, насколько ценен этот процесс распространения книг Шрилы Прабхупады. It's the words of God. Мы распространяем послание Господа. It's very powerful. Это очень могущественный процесс. So we want to absorb this knowledge in ourselves, read this knowledge, and we want to give it out as well. Мы хотим впитать это послание сами, читая книги Шрилы Прабхупады, и хотим делиться этим посланием с другими, распространяя книги Шрилы Прабхупады. And the more we do both of these, the more Krishna will be pleased with our activities. И чем больше мы читаем сами, и чем больше мы распространяем книги, помогая другим, тем больше Кришна удовлетворен нашими действиями. So here Prabhupada mentions this verse that we chant every morning, Samsara Davanala Loka. Шрила Прабхупада также упоминает здесь в комментарии этот знаменитый стих, который мы произносим каждое утро, Самсара Даванала Вида Лока. That the spiritual master, he's receiving a benediction from the ocean of mercy, and he's extinguishing the blazing fire of material existence. Поскольку духовный учитель сам обрел милость из океана милости, он способен потушить пылающий пожар. So this knowledge is what extinguishes this ignorance. И при помощи чего он тушит этот пылающий пожар в материальном мире? При помощи знания. Om Jnana Tavanandasya. Everybody is born into ignorance. Каждый рожден в невежестве. We are born into so much ignorance. Мы тоже здесь присутствующие, тоже рождены в невежестве. Now we've gotten this knowledge, so now we can see properly to some extent. Теперь мы обрели это трансцендентное знание, мы можем видеть суть вещей до определенной степени. So to be ignorant is not a very nice position to be in. Быть в невежестве – это незавидное положение. If someone comes up to you and says, you're ignorant, если кто-то подходит к вам и говорит: вы в невежестве, that's, you wouldn't feel very happy about that. Особого счастья от такого комплимента не испытаешь. It's not nice to be ignorant. Это незавидное положение быть в невежестве. But practically everyone in the world, they're ignorant. Но практически все живущие в материальном мире находятся в невежестве. Because they think they're the material body.
Потому что все убеждены, что они являются материальными телами. They think that they're the enjoyer, proprietor. Они думают, что они владеют чем-то, они думают, что они наслаждающиеся. So it's ignorance. Это невежество. And therefore people are suffering. И именно по этой причине люди страдают. The more one comes out of ignorance and comes to knowledge, then one becomes happy. Чем больше человеку удается выбраться из своего невежества и обрести толику знания, тем больше человек становится счастливым. So we're not just giving knowledge, we're giving transcendence. Но мы здесь даем не просто знания, мы даем трансцендентное знание. And Krishna says, Raja Vidya Rajaguyam is the king of all knowledge. Кришна говорит, Раджа Видя Раджагуямам, это царь знаний. And even there's transcendental knowledge. There's so many Vedic literatures and so many Puranas. But the Bhagavad Gita, this is the king, this is superior over all other types of knowledge. Даже в ведической литературе среди всего широкого спектра трансцендентного знания существует большое количество замечательной литературы, но Бхагавад-гита является царем знания, она стоит выше всех. And Rajavidya Rajaguyam, Rajaguyam means the most secret of all secrets. Раджагуям означает, что это секрет всех секретов. Confirmed. Подтверждено. So, one may ask, well, how is it a secret? Because we've distributed 500 million books throughout the world, so one, well, how is it a secret? Но кто-то может задать вопрос, ну какой же здесь теперь секрет в Бхагавад-гите? Ведь мы распространили 500 миллиарда книг по всему миру Бхагавад-гиты. It's a secret in the sense that although so many people have the books, and even some have read the books, to understand the books, that's another thing. И секрет заключается в том, что несмотря на то, что книги распространены, и, быть может, они есть в наличии у многих людей, и, быть может, даже многие из них читали эти книги, но поняли ли они их, это совсем другое. Even ourselves, we've read so many of these books of Srila Prabhupada. How much do we understand? Даже если взять нас, мы тоже прочитали очень много книг Шрилы Прабхупады, но как много мы поняли из прочитанного. Even it's a secret from us. Даже для нас это является секретом. Right. So in this sense, it's a secret. И в этом смысле, да, это действительно секрет. So how do we understand this secret? How is this secret revealed to us? И каким образом нам станет этот секрет доступным? Krishna explains how it's revealed. Кришна объясняет, каким образом секрет может стать доступным. Tesam sadakirtanam batikam pritipurvakam dadami buddhi yogam yenamapuyate. He says, to those who are constantly devoted to me and worship me with love, I give them the understanding by which they can come to me. Тем, кто поклоняются мне с любовью и преданностью, я даю понимание, при помощи которого они достигнут меня. So this is how the secret is revealed. Таким образом, секрет становится доступным. We have to be absorbed in Krishna. Нам необходимо погрузиться в Кришну. And then he reveals himself. И тогда секрет сам собой станет доступным. So, any question or comment? Вопросы, пожалуйста, комментарии. Yeah. Как погрузиться в Кришну? How to absorb in Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That's one very good way. Это один очень хороший способ. Reading Prabhupada's books, Еще чтение книг Шрилы Прабхупады, taking Krishna Prasad, принимать Кришна Прасад, associating with devotees, общаться с преданными, discussing Krishna with other devotees. обсуждать Кришну с другими преданными. Satang prasangang mama virya sambhavo vanrikar sayanakata. That devotees of the Lord, in the association of other devotees, derive great happiness in this discussion of Krishna. Общаясь друг с другом, преданные обсуждают Кришну и испытывают огромное счастье и блаженство, обсуждая его деяния. And it's very pleasing to the ear Это очень приятно для уха and to the heart. и для сердца. And by this hearing and association of devotees, one quickly becomes liberated. И слушая обсуждение в обществе преданных, человек может достичь
освобождение очень быстро. One gains great faith in Krishna. Человек обретает твердую веру в Кришну. Satam prasangam mama viryasam vavantrikarna saya tajosna asavabhagavad shradharatir bhaktir. We get a taste for Krishna. Также развивается вкус к Кришне. And eventually we attain love for Krishna. И в итоге развивается любовь к Кришне. Not an easy task. Нелегкая задача. Actually, the most difficult thing that any of us will face in this life is trying to attain this goal of love for Krishna. Я вижу, что многие из нас изо всех сил стараются выполнить эту нелегкую задачу и обрести любовь к Кришне. There's 6 characteristics of devotional service, and one of them, this is in the Nectar of Devotion, one of them is it's very, very rare. Это одна из 6 характеристик, присущих преданному служению. Так, из нектара преданности там говорится, что это очень и очень редкое явление. And when Lord Chaitanya Mahaprabhu was preaching to Sanatana Goswami, he said, to attain love for Krishna is difficult for 2 reasons. Господь Чайтанья Махапрабху проповедует Санатане Госвами и говорит, очень сложно достичь чистого преданного служения по 2 причинам. One is we have to actually be attached to Krishna. Первое, мы действительно должны быть по-настоящему привязаны к Кришне. So now we're attached to this body, and we're attached to things that are related to this body and things that are, А мы привязаны к своему собственному телу и к вещам, благам, связанными с этим телом. So we have to become free of all other attachments and become attached to Krishna. Поэтому нам необходимо забыть все наши существующие на сегодняшний момент привязанности, связанные с этим телом, и привязаться к Кришне. And the other reason that it's difficult to attain love for Krishna is because Krishna simply doesn't give it very easily. И вторая причина, по которой очень сложно достичь любви к Кришне, заключается в том, что сам Кришна просто так любовь к самому себе не дает. And that's because Krishna, he's controlled by his loving devotees. И это происходит, это так, потому что Кришну контролируют преданные, которые любят его всем сердцем. So he's not going to be controlled by just anybody. И он не собирается ставить себя в зависимое положение от того, кто не любит его полностью всем сердцем. Just like ourselves, we're not going to become controlled by just anybody. We have to have a lot of faith and a lot of affection. Взять, к примеру, нас, мы же сами тоже не готовы ставить себя в зависимое положение от того человека, к которому мы не чувствуем привязанности, не чувствуем любви. Just like this verse is about people that are cheating gurus. So many disciples of these cheating gurus, they're disappointed because they had faith in the guru, but then they were cheated. Как в сегодняшнем стихе говорилось про гуру-мошенников, которые обманывают своих учеников. В результате этого обмана ученики чувствуют сильное разочарование ввиду того, что у них была твердая вера в своего гуру, а их гуру оказался мошенником. And another reason that is difficult is because we were all with Krishna in the spiritual world, and then at one point we thought, it'd be nice to be the center. In the spiritual world, Krishna's the center. So we thought it'd be nice to be the center, but the problem there is there's only one center. So as soon as we thought that, we left. Еще одна причина, по которой сложно достичь беспримесной чистой любви к Кришне, заключается в том, что в какой-то момент, давно-давно, мы находились в духовном мире, нам там было здорово, и мы увидели, что Кришна находится в центре, и на секунду подумали, было бы здорово оказаться в центре не. Но проблема в том, что в духовном мире центр только один, и это Кришна. И как только мы подумали об этом, мы оказались здесь. We turned away from Krishna. We turned our back away from Krishna, and we came to this world trying to be the enjoyer, trying to be Krishna. Мы повернулись к Кришне спиной и отправились в путь сюда, где мы захотели попробовать себя в роли наслаждающегося. And now we're trying to enjoy his property. И теперь мы здесь пытаемся наслаждаться его собственностью.
Just like imagine if there's two friends, very close friends. You know, throughout their life, you know, up to 20 years, they're just like the closest friends. And then after some, one of them gets a business very successful, and the other one cheats him. He steals, you know, $1 million from him. Возьмем, к примеру, двух друзей, которые всю жизнь дружили, 20 лет не разлей вода. И в какой-то момент один из друзей становится очень успешным бизнесменом, а другой обманывает своего друга и крадет у него $1 миллион. So to fix that relationship again, very difficult. Чтобы восстановить теперь их настоящую дружбу, которая была у них до этого момента, нужно очень много усилий приложить. Why? Почему? Because the trust has been lost. Потому что доверие было потеряно. In a relationship, practically the most important aspect of a relationship is trust. Практически самое важное во взаимоотношениях – это доверие. And therefore there's a lot of divorces because one cheated the other. The trust is lost. Именно по этой причине так много разводов. Один партнер обманывает другого партнера и подрывает доверие. So we have to convince Krishna that we're not going to cheat him again. Поэтому наша задача заключается в том, что мы должны убедить Кришну, что мы больше его никогда не предадим. That we're not going to turn our back again and try to be the enjoyer. Больше никогда не повернемся к нему спиной и не отправимся в материальный мир, где будем стараться занять его роль и будем пытаться наслаждаться здесь его собственностью. So the way to show that is to be completely absorbed in Krishna. И лучший способ доказать свою приверженность Кришне – это полностью погрузиться в него. Don't be distracted by Maya. И ни в коем случае не отвлекаться на уловки Майи. What would you say is the biggest distraction right now? Какую бы самую привлекательную уловку Майи на сегодняшний день вы бы назвали? Now I'm asking you a question. Я задаю вам вопрос. Как вы думаете, какая самая привлекательная уловка Майи на сегодняшний день? Слава. Fame. Yeah, fame, but Да, слава. something more? Ну, а еще что-то Practically. практическое что-то. Богатство, да. Деньги. Money. Money? Наше вожделение. Enjoyment. Противоположный пол. Yeah? Что? Противоположный пол. The opposite sex. Yeah? Да. Anything else? Что-то еще? How about Facebook? Как насчет Фейсбука? Huh? In Russia we have the analog of Facebook. It's called In Contact. In contact. I heard of one devotee spent 8 hours on Facebook. Я слышал, как один преданный провел 8 часов на Фейсбуке. Это немного. That's not much. I'll tell you a pastime of Prabhupada. Расскажу вам игру Шрилы Прабхупады. 1972, the BBT had just been established in Los Angeles, and a new technology had just come out called telex. В 1972 году была основана BBT, и только появилась новая технология под названием телекс. So the devotee, so Prabhupada, we have this new technology called telex. We can contact New York, the New York temple right now, and they'll respond. Would you like to see how it works? We said, all right, let me see what you got. И преданные сказали: Шрила Прабхупада, у нас наконец-то появилась новая технология телекс, и мы прямо сейчас можем связаться с преданными из Нью-Йоркского храма. Хотите проверить, как это работает? Шрила Прабхупада сказал: давайте посмотрим, что у вас там. So they contacted New York. They contacted New York City. They didn't respond. Итак, преданные попытались связаться с преданными из Нью-Йорка, но те не ответили. They contacted them again. They didn't respond. Еще раз вышли на связь, но те не ответили. And then they wrote a letter to them. Saying, Prabhupada is standing right next to us. Please respond. A letter, Yeah, they sent a letter. like real letter. No. Telex. There. И затем они все-таки послали текстовое сообщение по телексу. Преданные, Прабхупада стоит прямо здесь сейчас, пожалуйста, выходите на связь. So then they responded. И только тогда они ответили.
Jai Prabhupada, we're looking forward to your association in 2 weeks. Please come and give us your mercy. И все преданные, которые вышли на связь из Нью-Йоркского храма, воскликнули: Джай Прабхупад, мы с нетерпением ждем вашего общения в Нью-Йорке, пожалуйста, приезжайте и пролейте на нас свою милость. So then they asked Prabhupada, should we use this in ISKCON? И затем преданные спросили: Прабхупад, следует ли нам пользоваться этой технологией в ISKCON? Prabhupada said no, Прабхупад сказал: нет, because you'll just do prajalpa. потому что это приведет только к праджалпе. So I don't think Prabhupada would be so pleased with this Facebook. И лично я считаю, что Шрила Прабхупаду не порадовало бы то, что преданные используют Facebook. Lots of time is being wasted. Куча времени. There are some devotees that are using it as preaching. Некоторые преданные умудряются использовать это в проповеди. But if you're not using it for preaching, better read Prabhupada's books. Но если мы не используем для проповеди эту технологию, то лучше просто изучать книги Шрилы Прабхупады. Because what happens, because of this distraction, you're on Facebook so much and then you're trying to chant japa the next day, and all these things. Видите, что происходит? Стоит только уделить время этому Фейсбуку, посидеть там, погрузиться в эту медитацию. И что происходит дальше? На утро начинаешь читать джапу, и все эти картинки и впечатления из Фейсбука во время джапы начинают всплывать. Isn't it? Не так ли? The mind, it's like an amazing computer, and it stores things. And sometimes even 30 years later, some nonsense will come into your mind, because you allowed your mind to go there. Ум — это самый удивительный компьютер. Он умеет хранить воспоминания даже 30-летней давности. И спустя даже такое количество времени, в какой-то момент внезапно он может раз и воспоминание какое-то на поверхность выдать. Можно только удивиться, откуда это взялось. So we should want to fill our mind with Krishna. Именно по этой причине нам необходимо заполнить хранилище своего ума Кришной. With the instructions of Krishna, Наставлениями Кришны, the pastimes of Krishna. играми Кришны. Okay? Договорились? Yeah. У меня вопрос, а как Виджай Прабху он победил этого врага? How did Vijay Prabhu conquer this enemy, Facebook? Oh. Well, yeah, I'd be chanting my japa. I mean, I also used to use it, and these things would come into my mind while I'm chanting. I'm thinking, this is not good. В какой-то момент, да, я пользовался Фейсбуком, и потом я читал джапу, и у меня в уме начинали всплывать эти картинки, и в какой-то момент я подумал, мне не нравится это. So, we should accept things that are favorable for devotional service. Мы должны принимать те вещи, которые благоприятны для преданного служения. And reject things that are unfavorable. И отвергать те вещи, которые неблагоприятны для преданного служения. If there's something that's unfavorable for our remembering Krishna, then we should reject it. Если что-то препятствует нашему памятованию о Кришне, мы это отвергаем. So it's a question if we want to be more Krishna conscious or less Krishna conscious. Все просто. Нужно ответить на вопрос, мы хотим быть в большей степени сознающими Кришну или в меньшей степени сознающими Кришну. The more you absorb yourself in Facebook, I guarantee you, the less Krishna conscious you're going to be. Чем больше мы серфим по Фейсбуку, тем меньше мы сознаем Кришну. Я гарантирую вам это. I mean, there's some Krishna consciousness there, obviously, because devotees are friends with other devotees, but there's also a lot of Maya that we have to also, it goes into the mind. Поскольку там также зарегистрировано много преданных, можно подчеркнуть что-то полезное от своих друзей преданных, но мы также вынуждены сталкиваться с майей. Разного рода реклама, предложения также влияют на нас. But if you read Prabhupada's books, then it's just Krishna. Но стоит только взять книгу Шрилы Прабхупады, там только Кришна. No Maya, Никакой майи, no distraction. никаких отвлечений. Okay, anything else? Что-то еще? Кто-то хотел мне спросить, сказать? Я Окей. могу сказать про Facebook. About Facebook. М, About Facebook Yeah. again. Мой Гуру Махарадж говорит, в одной лекции говорил, Yeah, I know about that. Гуру Парадха моих учеников, если они не будут заходить в мою страницу в Фейсбуке. Вот. Ну, то есть только к нему на страницу больше никуда. Guru Maharaj told once during the class that will be considered as Guru Aparad if the disciples will not be surfing
on his profile on Facebook. Только на него страницу. Only his profile. No comment. Без комментариев. Anything else? Что-то еще можно? Yeah. Как вот этой склонности избежать? По какой причине люди становятся ложными гуру? Да, даже ученики Шрипрапады в какой-то момент понравились. Как избежать вот эту причину? How to avoid this propensity to become a pseudo guru, a cheater, because we see that even some Srila Prabhupada's disciples, they deviated. Mm-hmm. Well, if you look into the lives of these devotees or non-devotee gurus, then you'll find that their sadhana was not very good. Если вы посмотрите на жизнь этих лжегуру или тех гуру, которые отклонились, будучи ранее преданными, вы увидите, что их садхана не была достаточно хорошей. Most of our ISKCON gurus that left, they had stopped chanting their rounds. Большее число тех гуру в ИСККОНе, которые покинули ИСККОН по причине того, что они перестали читать свои круги. And reading Prabhupada's books. И по причине того, что они перестали читать книги Шрилы Прабхупады. If you were to look into their lives, if you were able to go into their past, you would see that this is the main reason for their not being able to maintain being a strict guru. Если вы досконально изучите их жизнь, то вы увидите, что именно это стало препятствием на их пути становления строгими последователями Шрилы Прабхупады, строгими гуру. Окей, спасибо. Харе Кришна. Харе Кришна. Милость Е М Виджай Прабху ки. Джай!